Всем привет! Ну и жара! Кажется, этим летом многие люди впервые всерьез задумались о глобальном потеплении. Потому что это потепление пришло к ним в города, на улицы и в дома. Лето 2021 года получилось изнурительно жарким. Только в Москве 5 раз был побит температурный рекорд. 4 раза в июне и 1 раз в июле. Максимальная температура в городе за все лето составила 34,8 градусов по Цельсию. Аномальная жара затронула не только Москву. На всей центральной части России регулярно бились температурные рекорды. То же самое происходило и за границей. В долине смерти, недалеко от Лас-Вегаса, воздух прогрелся до 54 градусов. Это всего на 3 градуса меньше, чем тепловой рекорд, зарегистрированный на Земле. Но что там Лас-Вегас? До 49 градусов прогрелась даже Канада. Там от аномальной жары сгорела целая деревня. Половина мира этим летом мучительно ждала прохлады. И наверняка такое произошло не в последний раз. То самое глобальное потепление, о котором говорят ученые и шведские школьницы, никуда не делось. Здесь сейчас принято говорить не глобальное потепление, а изменение климата. Здесь надо сделать такую небольшую ремарочку, да. Люди, глядя там на какие-то заявления ученых, да, которые говорят, температура в результате там выбросов и так далее, она там поднялась на полградуса, на 1 градус. И нам кажется, а что такого? Было 20 градусов, стало 21. Друзья, глобальное изменение климата, о котором сейчас говорят, это не то, что температура там с 20 поднялась до 21 градуса, и вроде человеку это просто незаметно. Это значит, что климат становится более резким. Это значит, что зимы становятся холоднее, а летом становится больше вот этих вот температурных рекордов. По данным Росгидромета, в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире. Поэтому нас ждет еще не одно жаркое лето. Но чтобы жарко было не только на улице, но и в комментариях под видео обязательно напишите туда что-нибудь, потому что, напоминаю, алгоритмы Ютуба очень любят вашу активность. Жара — это не только раскаленные машины и потные подмышки. Это еще и реальная угроза здоровью. В той же Канаде к 1 июля почти 500 человек погибли из-за аномальной жары. А ужасная жара летом 2010 года в России повысила среднюю смертность в стране на 55 тысяч человек. Для сравнения, от коронавируса, по официальным данным, за 1,5 года в России умерло 150 тысяч человек. А жара свои 50 тысяч смертей забрала всего за 2 месяца. Это то, как дорого нам может обойтись изменение климата, в том числе аномальная жара. Слишком высокая температура опасна для сердечников, гипертоников, людей с больными бронхами и, конечно же, для пожилых людей. А в условиях города опасность только возрастает. Где-нибудь за городом жара переносится относительно легко в тени деревьев или на берегу реки. Но в городе повсюду асфальт и бетон, а высокие здания препятствуют движению воздуха. Поэтому жара становится настоящей пыткой. К тому же воздух в городе греется многочисленными машинами, а зелени, которая могла бы спасать наши улицы, которая могла бы охлаждать, зачастую у нас просто не хватает. А где деревья? Так деревья же мы с вами вырубаем, чтобы расширять дороги, чтобы было больше асфальта. А деревья в лесу. Но живем-то мы с вами в городах. В наших городах не сильно много внимания уделяют созданию условий для комфортного пребывания в жару. А вот в остальном мире можно встретить очень интересные решения, которые могут облегчить жизнь в жару. Собственно, друзья, сегодня мы с вами поговорим, как сделать город удобным и комфортным в жару. Да, урбанистика, наконец-то. Все, кто устал от путешествий, от политики, от новостей, сегодня будет урбанистический ролик. Мы рассмотрим различные решения, потому что как спасаться в холод, мы с вами хорошо знаем. В России холодом никого не испугаешь, там шуба потеплее, рукавицы, сапожки, там вообще все нормально. Мы знаем, да, можно делать там теплые остановки, можно делать какие-то специальные там переходы между зданиями, навесы и так далее. То есть человек может защититься, и сегодняшние технологии, новые материалы, они позволяют действительно довольно эффективно защищаться от холода, от аномального холода, потому что с холодом все понятно. А вот как защититься от жары, как защититься от зноя? Сегодня мы с вами поговорим, рассмотрим лучшие мировые примеры, соберем, как обычно, по миру удачные решения и посмотрим, что можно применить в наших городах. Пункт первый, самый важный. Нужно, конечно же, озеленять города. Насколько важны деревья в городе и как они спасают во время жары, я регулярно говорю и рассказываю.
Но работа с озеленением — это не только привычные нам парки и высаженные вдоль улиц деревья. Один из главных зарубежных трендов в борьбе с жарой в городах — это озеленение фасадов. Например, мэрия Вены в 2019 году предложила местным жителям бесплатно озеленить фасад дома. В городе разработали зеленый модуль для фасада, который состоит из уличных горшков, почвы, вьющихся растений и каркасов для них. Хотя в Вене еще в 2019 году можно было без труда найти крутые зеленые фасады. Кстати, относительно зеленых фасадов, опять же, здесь нет ничего нового. Вспомните советские города. Очень часто можно было увидеть зеленую пятиэтажечку. Даже делали специальные каркасы, натягивали там специальные тросы, чтобы тот самый там виноград, да, дикий виноград мог заплетать целые здания, и картинка полностью зеленого здания нам хорошо знакома. К сожалению, почему-то сегодня архитекторы забыли про это, хотя все это было. Если на Западе мы смотрим, я вот часто показываю новые районы Парижа, Вены, других городов, часто прямо в архитектуру закладываются специальные решения, с помощью которых растения они заплетают здания. Относительно самих деревьев есть данные, что при увеличении площади крон деревьев на 10% средняя дневная температура в городе снизится на 1-1,5 градуса. Поэтому многие города сейчас и занимаются активным озеленением. Вот такие зеленые дома можно найти в Лондоне, например. По плану австралийского Мельбурна к 2040 году городской растительный покров должен увеличиться в 2 раза. Для этого в городе будут созданы зеленые крыши и частные сады. А вот администрация Милана собирается к 2030 году высадить в городе 3 миллиона деревьев. Средняя температура в городе от этого должна снизиться на 2 градуса. Согласитесь, это хороший результат. Кроме зеленых фасадов, не стоит забывать про чудесные зеленые крыши, о которых я уже не раз вам рассказывал. Это вообще прекрасный способ, с одной стороны, увеличить полезное пространство в городе, а с другой стороны, повлиять на температуру. Некоторые города даже юридически устанавливают правила работы с крышами. Например, мэрия Сан-Франциско в 2016 году обязала в большинстве новых построек от 15 до 30% площади крыши покрывать растениями или солнечными панелями. В Торонто делать крыши либо зелеными, либо покрытыми солнечными панелями застройщиков обязали еще в 2009 году. Правительство Германии вообще следит за озеленением кровель с 70-х годов. Иногда можно встретить настолько зеленые крыши, что даже не сразу понимаешь, что находишься не в обычном городском парке. Рекордсменом же в области городского озеленения является Сингапур. Изначально город занимался высадкой деревьев и созданием парков, но с появлением небоскребов сингапурцы занялись вертикальными садами и зелеными крышами. Сегодня на сингапурских небоскребах растет 100 гектаров цветов и кустарников, а к 30 году число должно удвоиться. Сложно в это поверить, но в Сингапуре крыши выглядят примерно так. Так что, когда увидите в своем городе строительство очередной парковки вместо парка, будете знать, кого винить за свой летний перегрев. Следующий важный способ борьбы с жарой в городе — это охлаждающие материалы. Вообще материалы, которые быстро греются, сильно влияют на температуру в городах. Асфальт, битум и бетон накапливают много тепла и отдают его в атмосферу. Температуру внутри домов можно было бы снизить на несколько градусов просто за счет использования других стройматериалов. Например, охладить город могли бы пористый или резиновый бетон. Кроме того, бороться с жарой поможет светлая краска. Такая краска позволяет охладить крыши домов на 2-3 градуса. В индийском городе Ахмадабад с 2017 года светлой краской покрывают дома в бедных кварталах, жители которых не могут купить себе кондиционер. А в Нью-Йорке мэрия покрыла белой краской почти 1 миллион квадратных метров крыш. В Лос-Анджелесе на несколько улиц нанесли светло-серый герметик. В итоге температура дорожного покрытия упала на 10 градусов. Думаю, вы понимаете, что чем меньше нагревается бетон и асфальт, тем меньше тепла они отдают в атмосферу. Особенно это важно ночью, когда город должен охлаждаться, создавая комфортные условия для сна. Но вместо этого горячий асфальт продолжает греть воздух, из-за чего жара продолжает накапливаться. Так что поверхности, которые слабее нагреваются, могут действительно сделать города прохладнее. Это же касается материалов и покрытия, которые мы используем при благоустройстве. Стандартное благоустройство в России что? Асфальт, 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 асфальт. Приходим во двор, побольше асфальта. Дорожки асфальтовые. Можно сделать набивное покрытие, можно делать укрепленный грунт, можно делать больше газонов и так далее, и так далее. То есть использовать материалы, которые не накапливают столько тепла, которые так сильно не нагреваются, и людям станет гораздо комфортнее. Следующий пункт, один из моих любимых.
Для охлаждения городов прекрасно подходят водоемы. Пруды, бассейны и фонтаны используются для этого с давних времен. Тут все просто. Вода испаряется, что увлажняет и освежает воздух. Нам комфортнее находиться рядом с водоемами. Ну, кроме того, понятно, что вода, она холоднее воздуха, да, и вода дарит нам прохладу в зной. Многие города, кстати, устанавливают разбрызгиватели, которые помогают легче переносить жару. Например, китайский город Чунцин устанавливает разбрызгиватели даже на автобусных остановках. Такие устройства создают облако из капель температурой 5-7 градусов. По данным австралийских ученых, водяные установки снижают среднюю температуру в городе на 1,5 градуса, а возле воды может стать прохладнее даже на 10 градусов. В России сегодня такие вот разбрызгиватели воды можно увидеть в ресторанах. Некоторые рестораны ставят себе специальные системы и распыляют такое вот облако воды, чтобы посетителям было комфортно. Но чтобы использовать эти города, я такого не видел. В Лас-Вегасе, например, там целые улицы во время зноя, в Лас-Вегасе там выше 40 градусов, там климат такой прямо суровый, и летом там температура поднимается там 40 и выше. И вот чтобы люди там могли комфортно находиться на улицах, там прямо целые улицы, они покрываются такими вот разбрызгивателями воды. Для наших городов вообще вопрос водоемов особенно актуален. Большинство наших городов построены на воде, но многие водоемы оказались со временем закопаны. Возвращение таких водоемов может стать верным решением не только с точки зрения урбанистики, но и с точки зрения климата. Подробнее я вам уже рассказывал в ролике про раскопку московской реки Неглинка. Кроме того, ко многим водоемам просто нету доступа. Опять далеко ходить не надо, посмотрите на Москву, в самом центре Москвы, напротив Кремля, практически невозможно подойти к Москва-реке. Потому что там идет дорога, там идет шумная, пыльная дорога, и, казалось бы, люди должны гулять вдоль воды, там прохладнее, там приятнее, там должны расти деревья, они должны по набережной, в тени деревьев идти вдоль Москва-реки, но они сделать это не могут. Потому что там узенький тротуар, дорога, а на этот тротуар почти невозможно перейти, а дальше ты перешел, невозможно там спуститься к воде, потому что спуски просто не оборудованы, и они есть, но их очень и очень мало. Переходим к четвертому пункту. Согласитесь, в жаркий день всегда хочется ветерка. Ну, такого легкого или свежего дуновения, чтобы и дышать было легче, и коже было приятнее. Вот только в городе найти такой ветерок бывает не просто из-за повсеместных бетонных мешков. Сейчас скажу необычную вещь, но иногда в городе есть смысл делать широкие улицы и проспекты, как раз для того, чтобы в кварталы попадал ветер. В немецком Штутгарте, крупном промышленном центре, освежающий ветер очень ценный ресурс, которого не хватает. Город расположен в долине реки и окружен холмами, которые задерживают и жару, и грязный воздух. В жаркое время года это просто убийственное сочетание. Чтобы снизить влияние этого негативного фактора, в Штутгарте создали несколько так называемых вентиляционных коридоров. Это такие широкие улицы с деревьями, которые дают возможность чистому воздуху спускаться с холмов в город. Кроме этого, в городе запрещена застройка в нескольких районах с той же целью, чтобы здания не мешали движению воздуха. Некоторые эксперты полагают, что такая стратегия подойдет не всем городам, а только тем, где климатические и географические особенности схожи со штутгартскими. Но такой находкой уже заинтересовались в Китае. Сейчас такие же коридоры просчитывают в Пекине и Сиане. Китайцы изучают розу ветров и возможность замены зданий на парки или озера. В России о проветривании городов не думают вообще. Кстати, опять же, что интересно, в советское время изучали розу ветров, изучали, как расположить дома. Да, у нас большая страна, разные климатические зоны, и где-то важно, наоборот, защищать людей от ветра. Не знаю, на Чукотке, там, в Анадыре, когда идет пурга, там, буран, и дома — это, наоборот, спасение. И дома надо располагать так, чтобы люди могли в городе просто выжить, наоборот, чтобы не было ветра. Но в некоторых городах, например, когда город расположен в низине, окружен холмами и элементарно не проветривается, там, наоборот, дома нужно располагать так, чтобы было хоть какое-то проветривание, или чтобы расположение домов, оно стимулировало это проветривание. Потому что проветривание — это же не только прохлада, это та же самая экология, нужно проветривать город там, от выхлопных газов, машин там, или промышленных предприятий, которые у вас в городе есть. Если раньше об этом думали, то сейчас об этом не думают. Этого нет в нормах. Когда застройщик получает земельный участок, он лепит дом не так, чтобы людям было комфортно, не просчитывая, как там будет потом ветер, как будет проветривание и так далее. Он строит дом, чтобы было побольше квадратных метров, и все. То есть у нас есть нормы на инсоляцию. Вот чтобы нормы инсоляции прошли, он думает, а чтобы какое-то было проветривание и чтобы это было в масштабах города. Не в масштабах конкретного участка, а чтобы прямо в масштабах города было просчитано. Этого никто не делает.
Сегодня у нас есть данные о климате. Сегодня мы можем наблюдать за тем, что происходит. У нас есть огромное количество данных. У нас есть компьютерные программы, которые могут смоделировать любую ситуацию, могут просчитать, как нужно расположить дома, как нужно расположить улицы, чтобы было эффективное проветривание, чтобы в городе было комфортно. Но мы не пользуемся ни технологиями, ни данными, которые у нас есть. Это просто парадоксально. То есть раньше люди, когда не было ни технологий, ни данных, вручную все просчитывали, думали, делали. Я помню, даже по своему институту, я закончил Московский архитектурный институт, мы сидели, эти розы ветров, все, как располагать, просто на бумажке все считали, смотрели. Нас учили по советским учебникам. Сегодня плевать. Есть участок, поле картофельное, застраивайте, как где-нибудь в Питере на окраине. Как там потом жить? Да, пофиг, главное продать квадратные метры. Вот так вот и живем. Еще важный момент, который касается архитектуры. Большая проблема нашей сегодняшней архитектуры — это то, что она вся типовая. Мы делаем типовые проекты, которые оторваны от географического расположения зданий. Ну, банальный пример. Что дома на Чукотке, что дома в Калининграде, что дома в Краснодаре, что дома на севере. Везде одинаковые дома. Сегодня мы не считаем ресурсы. Мы можем охладить все, что угодно, мы можем нагреть все, что угодно и так далее. Но посмотрите, как строили раньше. Раньше на севере делали, например, маленькие окошки, чтобы дом можно было проще отапливать. На юге, наоборот, что мы видим? Мы видим огромные окна, мы видим большие сносы у кровли, которая создает тень, мы видим галереи вдоль окон. Посмотрите, например, на итальянскую архитектуру. Мы видим эти многочисленные галереи, чтобы по городу можно было ходить по галереям. Посмотрите там, например, на Болонью. Это потрясающий город. Потрясающий город, и ты можешь идти по этим галереям километры. Ты можешь ходить просто по городу. Они галереи спасают от зноя, галереи спасают от дождя и так далее. Есть множество решений, которые не надо изобретать. Если мы посмотрим с вами на новые районы в Париже, то мы увидим, что на многих домах они делают глухие ставни на фасадах. Хотя, зачем в многоэтажке на каком-то там 10-м этаже, зачем делать ставни? Это что такое? Потому что мы привыкли, что ставни исключительно, чтобы защищать дом, там, например, от грабителей. Но ставни защищают дом от жары. Уходя из дома, вы закрываете ставни, отключаете кондиционер, чтобы не тратить ресурсы, не тратить энергию. И у вас дома сохраняется прохлада. Вы возвращаетесь в прохладное помещение. И, возвращаясь домой, вы ставни уже открываете. Очень удобно. Но почему такие решения не применяют у нас? Посмотрите на Италию. Мы видим там маркизы, мы видим навесы над окнами. Почему такие решения не применяют у нас? Есть множество решений, которые были проверены годами. Это различные там защитные решетки, это козырьки, это навесы, это маркизы, это ставни и так далее, и так далее. А вот что нужно применять, чтобы создать комфортный микроклимат. И тогда можно будет вполне даже отказаться от кондиционера. Просто сегодня все расслабились, а потом оказывается, да, что жить в этих домах некомфортно, что если у тебя нет кондиционера, ты умираешь в этих домах, что ходить по улицам некомфортно. Опять же, посмотрите на опыт Сингапура, там делается много навесов, потому что там ужасная жара круглый год, и чтобы было комфортно, там делается много навесов, там высаживается куча зелени. Мы об этом не думаем, к сожалению. И еще пример относительно деревьев. Вы, кстати, этот эксперимент можете очень просто провести сами. Вам кажется, что дерево — это, какая-то эстетика, да, растет дерево, не растет дерево, мэр пришел, спилил дерево, или на место высоких деревьев посадили какие-то маленькие, которые будут еще 10-20 лет расти, чтобы создать какой-то эффект. Дерево — это супер важно для города, особенно для охлаждения улиц. Вспомните южные города, вспомните там Среднюю Азию. Там все в зелени, чтобы можно было хоть как-то скрыться от изнуряющей жары. Если дерева нету, то все, это кошмар, это катастрофа. Мы об этом думать перестали, и когда жара пришла, вдруг выяснилось, что находиться на наших улицах очень сложно, что солнце разогревает улицы, кошмар. Итак, вы можете во время жары взять и провести эксперимент. Возьмите термометр и пройдите по улице. Как, например, это сделал житель Московского района Тропарева-Никулина Дмитрий Орлов. Он провел замеры при температуре плюс 30 и при температуре плюс 34 градуса. И вот что у него получилось. Видно, что хуже всего себя ведет на жаре резиновое покрытие детской и спортивных площадок. Ну и асфальт разогревается просто адски. Деревья могли бы обеспечить необходимую тень, но вокруг детской и спортивной площадок их просто нету, потому что у нас их там не высаживают. Кстати, в жарких странах, например, в Австралии, над детскими площадками обычно ставят навесы от солнца, а покрытие чаще всего делают из натуральных материалов, которые не так разогреваются. Видели ли вы такое у нас? Банально сделать навес от солнца. Вот как часто вы видели у нас навесы от солнца? И опять же, что касается навесов, в Южной Корее, в Сеуле, перед пешеходными переходами они ставят летом зонтики, чтобы люди во время жары, во время зноя, а там тоже очень жарко летом, они комфортно могли ожидать зеленого света. Видели ли вы такое где-нибудь у нас? Нет? А вот эти решения, они существуют.
Пятый и мой самый любимый пункт в борьбе с жарой в городах – это архитектура. Я вам много раз говорил, что хорошая архитектура должна быть не только красивой, но и удобной. Она должна учитывать особенности городов и делать их лучше. Например, я вам рассказывал про город Масдар в Арабских Эмиратах. В 2008 году арабы начали строить свою Сколково посреди пустыни, только у них это получилось лучше, чем у нас. Но сейчас нам интересен этот город по другой причине. Для разработки проекта Маздара власти страны наняли архитектора Нормана Фостера. Его проект предполагал использование многовекового опыта, традиционной арабской архитектуры и самых современных технологий и течений 21 века. В том числе архитектор задумался и об эффективной адаптации города к жаркому климату. Речь идет как про систему подземных водоемов для охлаждения воздуха и смягчения микроклимата, так и про использование различных материалов для минимизации тепловыделения. Например, в Маздаре использовали металлические краны, терракотовую облицовку и заполненные воздухом стеновые панели. И вот результат. Когда в пустыне жара 35 градусов, в городе может быть почти в 2 раза холоднее. За счет чего возникает такой эффект? Во-первых, из-за близкого расположения зданий и построенных под особым углом крыш. Во-вторых, из-за ветряной башни, которая стоит во дворе местного университета и направляет прохладный ветер на улицы города. Причем в Эмиратах, не только в Маздаре, с помощью архитектуры решают проблему жаркого климата. В Абу-Даби также реализуют интересные решения. На местных башнях Аль-Бахар сделали динамический фасад, вдохновившись традиционной арабской конструкцией под названием Машрабия. Это такие резные деревянные решетки на окнах, которые пропускают в помещение свет, но не палящее солнце. В Аль-Бахар Машрабию сделали в виде 1049 деревянных шестиугольных панелей, которые открываются и закрываются, как лепестки цветка. Положение этих элементов зависит от того, в какой точке на небе находится солнце. В итоге панели создают тени, охлаждают здания, не делая помещения внутри темными. Еще из интересных решений, которые применяют в Эмиратах, можно вспомнить остановки общественного транспорта с кондиционерами. Тоже очень крутая штука, когда на улице плюс 45. Конечно, российским городам до уровня финансирования Абу-Даби очень далеко, но свои решения можно найти и у нас. Например, те же решетчатые фасады могли бы сделать города разнообразнее, а дома прохладнее. Так же, как правильно построенные крыши, которые могли бы отбрасывать тень и не пропускать в окна прямые солнечные лучи. Выжить в жару тяжело всем, что россиянам, что канадцам. Чтобы выжить при аномальной температуре, врачи советуют пить больше воды и не увлекаться алкоголем, избегать прямых солнечных лучей, регулировать физическую нагрузку и выбирать подходящую одежду. И здесь еще один пункт относительно воды. Мы забыли, что такое поилки. Человек, кстати, когда оказывается впервые в Америке, он удивляется, что бесплатные поилки там есть везде. В национальных парках, в общественных зданиях, там, в аэропортах, на вокзалах и, конечно, по городу. Найти воду в Америке, бесплатную питьевую прохладную водичку, нет никакой проблемы. В советское время, опять же, мы обращаемся, в парках были поилки, в городах были поилки, их было не очень много. Но сегодня мы про это забыли. Найти питьевой фонтанчик сегодня у нас практически невозможно. Хотя это довольно простое и эффективное решение, которое сделало бы жизнь людей во время зноя гораздо комфортнее и лучше. Почему мы их не используем? Почему у нас нет питьевых фонтанчиков? Непонятно. Во многих странах это банальность. В Париже на некоторых автобусных остановках есть питьевые фонтанчики. И вообще там по городу сейчас их много расставляют. Это очень удобно и просто. Почему у нас этого не делают? Непонятно. Вот так вот, друзья, города борются с жарой. Для России это большая проблема, и я надеюсь, этот положительный международный опыт, который я для вас сегодня собрал, к нему прислушаются, и со временем наши города будут более комфортными в любую погоду. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий, вообще порадовать алгоритму Ютуба. Кстати, этот ролик был про урбанистику, у меня на канале есть много урбанистических роликов, я сделал интересную подборку, она в описании, так что заходите и смотрите другие урбанистические ролики. Всем пока!